Добрый день, сегодня 5 июля, я на послеобеденной прогулке, иду немножко нестандартно гулять, зайду сейчас в Пенни, хочу посмотреть палатку для пляжа, хотя бы чтобы иметь общее представление по размеру, как она выглядит вообще, ну как если не на картинке. Не знаю, буду я там раскладывать или нет, но хотя бы размер упаковки оценю, потому что подумаю над тем, чтобы купить такую в Испании и как бы что с ней потом делать, либо же оставить ее там где-то на квартире, либо забрать с собой. Вот я хочу понять, поместится она в ручную кладь или нет. Вот такие планы. А потом на канал пойду гулять. Блин, классная вещь, но она огромная, просто очень большая. Тут где-то сантиметров, наверное, 60. Стоит 15 евро. 120-90, 2 метра. Это так, наверное, 2 метра. 90 в ширину, 120 в высоту. Блин, хорошая штука. Но, к сожалению, большая. Есть вот такая еще штука. Зонт пляжный за 6 евро. Тоже интересная вещь. Ну, это только на месте брать. Там, если будут такие, хватит ли на двоих. Ну, даже если по одной штуке взять каждому, то, в принципе, не такие большие деньги. Не жалко оставить. Ну, будет ли там такая цена 6 евро. В общем, будем смотреть по месту. Тут недавно сделали реконструкцию. Вот эти островки добавили с лавочками. И ремонтируют наш бассейн местный. Как-то вообще там поменяли крышу, что-то я смотрю, покрасили его. В общем, там еще строительство идет, ну, будет интересно. Видимо, некуда деньги девать особо. Что это за топчаны такие прикольные? Это для сидения или для лежания? Не совсем понятно. Так, ладно, я пошел на канал. Так, я уже гуляю по лесу и хочу рассказать историю о том, как GPT любит сгущать краски в медицинских вопросах. Это вчера я, по-моему, да, утром говорил, что был замечен GPT-шка в таких вещах. В общем, в прошлое воскресенье, это почти неделю назад, сегодня суббота, получается 6 дней, утром случилась у нас неприятность. 5:30 утра залетает моя старшая дочь ко мне, где я делаю зарядку, в комнату. Говорит: батя, быстрее побежали. Кошка наша Лилитка съела цветок лилии. Ну, я ж все бросаю, бегу. А я знал, как бы, да, и ребенок тоже мне, наверное, говорил, или жена говорила. Ну, короче, лилии эти для котов опасны, но мы не знали насколько, и поэтому в дом их притащили. Ну, и малая еще умудрилась свою комнату поставить, там, где она с кошкой тусуется. Но, как бы, говорит, та кошка же никогда, наша Лилитка, она вот не лезет, ничего не жует, не ест, без спросу, типа, не берет. Ну, она действительно не по столам не лазит, ни там мясо, рыба будет стоять, пофиг, она не берет, короче. Ну, в общем, тут малая проснулась от того, что слышит чваканье, смотрит, глаза открывает, а Лилитка там на табуретке стоит, короче, на стол потянулась и в вазе жует цветы эти. Да, ну, в общем, прибежал я, забрал этот букет. Смотрю, там погрызанный листик, лепесток, как мне показался лепесток, и я решил, что она его погрызла. Вынес в другую комнату, значит, вижу, ну чуть-чуть совсем, типа, пригубила. Говорю: малая, ты успокойся, типа, там мало. Она говорит: да нет, это очень опасная фигня, типа, нельзя вообще никак жевать. Ну, говорю: ладно, типа, все, не кипишуй, сейчас все узнаем. Ну и лезу в GPT, она тоже параллельно там в свою GPT-шку смотрит. Ну и там такое начинает сыпаться, что не дай бог, если даже пыльца упала где-то там на кошку, когда она проходила мимо, и кошечка облизала, то все, короче, начинается уже смертельный процесс.
Там содержится в этом семействе лилиевых какой-то токсин, который кошек убивает. Через почки это действует, и неизвестная там какая-то у этого всего механика процесса, но тем не менее этот токсин очень вреден для кошек, и достаточно там микроскопических доль и вещества, или попить воду из-под этих цветов, лизнуть, там сразу начинают отваливаться почки, и если в течение там нескольких часов ближайших начать что-то делать, то тогда есть высокий шанс на выживание кота. Вот. А если вообще там провтыкать, то все. Потом только гемодиализ. В общем, кошку надо подключать. И я, короче, как это все увидел, как представил эти, расходы. Там кошку я и так не сильно люблю из-за ее шерсти, Ну, я как представил, если как она лежит в этой палате, на гемодиализе. Они же по-любому, эти мои любительницы котов, будут это все делать. В общем, думаю, да, надо бегом шевелиться. Говорю, ладно, GPT, что будем делать? Как ее спасать? Сейчас воскресенье, 6 утра еще нету. Все ветеринарки закрыты. В воскресенье вообще в Германии ничего не работает. Не говоря уже там про ветеринарки. Он, не переживай, типа, я сейчас, говорит, тебе помогу. Вот номер телефона. Он, конечно, платный. 3 евро минута. Но, типа, там скажут тебе, где есть ближайший дежурный ветеринар. Ну, я же окей. Беру номер, загугливаю его, выскакивает какой-то сайт организации этой по животным. И там прям на сайте есть окошко, куда можно вбить свой адрес, город, именно индекс. И получается имя, фамилию и номер телефона. И оно тебе показывает ближайший дежурный приемный пункт. Вот, и у меня показала в Ганновере при каком-то институте клиника для животных, именно такая неотложка, круглосуточно работает, до нее там добираться час. Ну, в общем, мы разбудили уже жену, малая быстро собрала эту кошку, я им там отрезал кусок этого цветка, где кошечка грызла. Как раз тогда уже я одуплил, что она поела не цветок именно, а цветок сам по себе начал усыхать, а она поела лепесток. Немного прокусила зеленый этот на стебле который, и чуть-чуть там пожевала его, ну, в общем, совсем капельку. Но все было так, звучало от этого GPT, что даже я чуть-чуть подобосрался, насколько я скептически отношусь ко всем этим вещам. Но тут даже я как бы. И плюс я еще открыл какие-то видео на ютубе, нашел русскоязычные. И там тоже в основном, конечно, ветеринары, но та же политика. Чуть что сразу, не дай бог, пожевал кот эту фигню, сразу в лекарню. Ну ладно, в общем, они поехали, приезжают туда, все там их быстро принимают, они объяснили, все по чату GPT что же подготовили текстом. Жена, как это на своем немецком, как смогла, им все рассказала. В общем, завели их, посмотрели, они все объяснили, показали этот цветок. В общем, одна девочка сначала смотрела, потом позвала другую. Ну, в итоге они сказали, молодцы, что вы, конечно, это переживаете, но в целом, говорит, вообще тут это она пожевала ни о чем. То есть вы, конечно, посмотрите пару дней, если что-то будет, приезжайте. Ну, так мы вам, типа, даем гарантию, что все окей с ней, типа. Ну, и они вернулись. А я же за это время, пока они ездили, я же там давай, чат GPT, как это лечится, туда-сюда, он мне там, ну, в общем, сейчас они там сделают такую-то инъекцию, туда-сюда, обычно по протоколу там сколько-то дней стационара. Я уже там открыл, пока он это все мне рассказывал в ухо, я уже открыл параллельно сайт с прайсом на услуги этой клиники, особенно раздел срочные. Подофигел от этих сумм, думаю, да, неужели придется продавать мне свою почку, чтобы котячьи почки целые остались. Ну, в общем, короче, нормально так высадился. Думаю, попали мы на бабки. Ну, обошлось, как говорится. Кошка вернулась. Лилию эту мы сгноили в компосте. А вот она уже неделю пробегала. Никаких, слава богу, ничего с ней проблем нету. Вот, ест, ходит в туалет. Все как положено, как будто ничего и не было. Поэтому я теперь к GPT в медицинских вопросах отношусь с настороженностью. Я понимаю, что они могли ему там поставить какую-то программулину, которая как бы заставляет его в медицинских вопросах проявлять особую бдительность, и чтобы люди лишний раз не чудили, типа лучше пускай к врачу сходят. Ну, теоретически может быть.
А может и нет, ну, в общем, не знаю, может нам так повезло. Но реакция этих врачей была как бы удивленная. То есть они не ожидали, что по такой типа мелочи к ним приедут. Ну, то есть Лилия, понятно, что и котам есть нельзя, но типа сколько там она съела, хотя и в интернетах везде, и в GPT-шке той же даже пыльцу лизнут, и все, труба. Короче, не знаю, за что купил, зато продал. Ну, вот такой вот был с нами случай. Поэтому сейчас, когда по клещам моя вот эта ситуация, и он мне там наворачивает, пей антибиотик, хоть умри, то я уже теперь думаю, а надо подумать, короче, не спешу. Надо еще поискать где-то информацию, или там с доктором этим лучше поговорить. В общем, такое. Ладненько, буду топать потихоньку в сторону дома. Как раз там свою десяточку я пройду за сегодня. Вот такие у нас новости и такие дела. До завтра.